Сегодня третий день семинара в Гурзуфе по живописи. Мы работали на Чеховке. Любимое место мое и художников. Именно на Чеховке их огромное количество в любое время года. Здесь работали художники с мировым именем. И, конечно, это большая честь для нас работать в этом месте. С точки зрения изучения живописи, Чеховка, наверное, самое лучшее место, потому что здесь есть все. Есть изучение теплохолодности, изучение перспективы, бесконечное количество композиционных решений. Здесь, не сходя с Чеховки, можно сделать. Просто буквально метр отходишь, уже другая композиция. Здесь хорошо работать с широким диапазоном тоновым. То есть самое темное есть в кипарис, например, самое светлое есть, и теплое светлое, и холодное светлое. В общем, райское место. Бато как-то сказал, что не уходится вообще с Чеховки никуда, ни к морю, никуда, ни в бухту. Писал бы здесь вообще на одном месте всю жизнь. Завтра мы пойдем в конец пляжа, будем писать Медведь-гору рядом с морем, будем писать пляж. Солнечные дни стоят. Приезжайте, если есть возможность. Завтра в 10 часов встречаемся у таверны. В конце ролика я покажу, как мы работали, что получилось. Для девушек сегодня прорывной день. Все понятно, все, что нужно делать, понятно. Работы становятся заметно лучше, потому что есть понимание. Они стали работать быстрее и со вкусом. И поскольку здесь мотивы, которые хорошо изучать с точки зрения развития живописных способностей, то я здесь записал несколько уроков, обратите на них, пожалуйста, внимание. В конце ролика я покажу один из анонсов, а скидка в 10% в школе есть, акция продолжается. Если вы заказываете уроки из-за границы, то через систему PaySend на мою киргизскую карту. Там на сайте все подробно изложено. Система платежей исправно работает, делать заказы очень просто. Алекс Александра, 90% студентов девушки, а юноши где? Ну, уже не 90, а 100%. Юноша был только один день. Это нужно спросить у юношей. Ребят, скажите, почему вас так мало здесь на семинаре? У меня ответа на этот вопрос нет. Давайте вместе порассуждаем, послушаем, что скажут ребят. В Телеграме можете изъясняться или здесь. Май Борисович, здравствуйте, Слава, здрасте. Если вам приходилось пересылать картину кому-нибудь по почте, то как вы упаковывали работу? Много раз пересылал. Снимать холст с подрамника или как-то по-другому. Бывают разные ситуации, снимал и не снимал по договоренности. Если за границу, ну, конечно, можно в рулончик свернуть и отправить. Можно и на подрамнике. Всяк работает по договоренности с клиентом, как вам удобно, как всем удобно. Дмитрий Подборонов. Расскажите, является ли живописью интерьерные рисунки, картины? Каков ваш взгляд на живописность, как вы это воспринимаете? Расскажите на простых примерах и вещах. На простых, ну, например, вы по имени не Дмитрий, а Пласидо, а по фамилии, например, Доминго. И вы, например, выходите на большую сцену, Ла Скала, например, вы поете, и это одна история. А другая история, например, художники собрались, ну, с нашего пленэра, с мастер-класса, и решили вас пригласить спеть здесь, на Чеховке. И вы приезжаете на Чеховку, дом 4, заходите во дворик и поете. Разве ваш голос будет звучать иначе? Я думаю, так же, с такой же трепетностью и силой, и красотой. То есть для вас, для Пласидо, пение – это способ как дышать, как жить. И безразлично, где этот инструмент, это звучание будет раздаваться, чаруя зрителей. Ваше звучание будет таким же, такой же красоты. Так что я честно не очень понимаю, что такое живопись интерьерная. Я понимаю, есть мастерство или нет его, а в каком интерьере работа висеть будет.
Но вот просто до меня не очень доходит. Если, ну хорошо, вот живопись, например, с маникюрными ножницами, портрет Фешина, она какая? Интерьер, она в интерьере же, может, у кого-то висит, кто-то ее недавно купил. В музее она будет висеть, у кого-то дома в интерьере. Это никак не повлияет, интерьер, на качественное содержание работы. Маэстро будет виден всегда. Это как бриллиант. Вот он упал в грязь, мы его отшкрябали, все равно он будет бриллиантом. А вот как понять, живописно это или не живописно, это целая тема для бесконечных огромных диссертаций, для трудов. И тут нет одного решения, вот это живопись, а это не живопись. Мы как-то интуитивно понимаем, вот цепляет очень сильно. Причем не важно, что изображено. Вот, да, и размер не важен. Может быть, вот такусечка работа цепляет так, как не цепляет большая. Мы здесь изучаем на классе работу отношений тональных и композиции, естественно. Вот когда они звучат, работа звучит, музыка сразу льется. Когда они собраны, когда они точно найдены друг к другу. Причем этим заниматься можно, я не знаю, всю жизнь, оттачивая это мастерство, предлагая холсту новые решения. Это, наверное, самое удивительное, что есть в живописи. Это не борьба с, я не знаю, с материалом, вот не получается, да, там прокрывать, с холстом, не борьба с композицией. Это какое-то наслаждение от того, что само собой предлагается какая-то изюминка. Вот каждый раз, ну кашу мы же можем готовить то с изюмом, например, всю жизнь мы делаем, и вдруг с тыквой. А в тыкву еще добавить, я не знаю что, ну финик, например, чернослив, крошками какими-то, хаврошками посыпать. Сразу, чтобы вот была тонкость какая-то, аромат. Вино как готовится. Сколько бутылок перепито. Разных, я имею в виду, ароматов. Нельзя же сказать, что вот только это я пью, вот оно меня заводит вообще, и все. Вот только это, и больше никакой. Нет, ну мы же ищем какую-то новизну, ее же нам все время хочется постичь. И поэтому изучаем различные вина в магазине. Так и живопись, например, купили мы работу, повесили, хорошо нам, но нам хочется еще, хочется закрепить успех, хочется, чтобы рядом была еще адекватная уровню работа. И так и бегаем, наслаждаемся, то на эту посмотрим, то на эту. Мне один коллекционер, который покупает у меня работы, вот у него там разные дома по миру есть, и он всегда говорит, возвращаясь в Москву, и он любуется, он ходит утром, встает и ходит по коридорам по своим, по комнатам и смотрит на работы. Они его просто заряжают энергией, дают вдохновение, каждый день наполнен, но это его слова. Об этом, Дмитрий, о живописности мы еще будем много говорить. А что вы думаете, Дмитрий, и какой ваш ответ на этот вопрос? И, друзья, мне очень интересно, что такое вообще интерьерная картина и каков, на ваш взгляд, на живописность? Как вы это воспринимаете? Мы видим, что небо светлее, чем море, что это кусок взят, да? То есть этот мотив преобразован в то, чтобы вот это вообще условно взято одним куском, да? Оно, конечно, зеленое, да? Но в тоне, смотрите, это к этому куску, это и это все чехарда. Ну, в принципе, раз, два, три, четыре, пять кусков. Ваша задача все разделять на эти составляющие. И можно найти, вот во имя этого все ему подчинено. Да? Вот это вот притягивает внимание, потому что здесь много информации. Потому что это как акцент получается? Это центр композиции. Центр композиции. Все остальное вообще зелень, да, ну условно решено, но по пятну. Да, кусочки там, но это творческое решение. Просветились там.
Я улавливаю то, что мне предлагает природа, чтобы ее преобразовать в решение. Вам нужно всегда находить решение. Договорились? Вы все понимаете, все прекрасно. Делайте, просто делайте. Счищай это сначала, счищай. О, целиком, да. Уже смотри, как классно. Не, ну ты делай, Цвет, делай. Это